Каждый яхтсмен думает о покупке яхты, и каждый, соответственно, думает о цене яхты. Сейчас ли стоит покупать яхту, либо продать ее нужно сейчас, либо в будущем. А для меня это вообще моя работа, я за этим слежу постоянно. И есть очень большие выставки, которые являются индикаторами настроения рынка и каких-то перспектив. Самое крупное бот-шоу, которое проводится в павильонах, это является Дюссельдорфское бот-шоу, друзья мои. Оно является первым вообще в начале года. Мы там принимали участие. Сразу оговорюсь, очень успешно. А сейчас я, друзья, предлагаю поговорить о том, как прошло бот-шоу, какие тенденции оно нам принесло и что для нас, простых яхтсменов, это значит. С вами Саша Горан, вы на самом яхтенном канале Интерпарус. Поехали! Чтобы говорить, друзья, о Дюссельдорфской выставке этого года, я предлагаю вообще немножко вернуться назад, на 1 год, на 2 года назад, когда я вам вел какие-то репортажи. Вы помните мои эмоции в стиле «все пропало», клиент уезжает, гипс снимают. То есть все было очень плохо, я очень печалился. Почему? Потому что бот-шоу в Дюссельдорфе — это то событие, с которого начался, во-первых, мой бизнес. Еще так в 2007 году я первый раз туда приехал как посетитель. Во-вторых, друзья мои, это крупнейшее бот-шоу, оно мультитематическое, оно по всем направлениям. Это действительно такой праздник. Немцы в организации молодцы, они могут сделать действительно все на хорошем, добротном уровне. Туда легко добраться, в Дюссельдорф. Много-много факторов. То есть я каждый раз, когда приезжаю в Дюссельдорф, я думаю, почему оно только 9 дней идет? Вот если бы оно было 15 дней, я готов там просто вот с утра до вечера проводить свое время. Я и так прихожу туда в 8, ухожу в 7-8. И если бы можно было приходить там в 7 утра и уходить в 12, как это было когда-то, кстати, было, вполне возможно, я бы так и делал. Поэтому, когда 2 года назад появились тенденции о том, что Дюссельдорф умирает, для меня это была личная трагедия. Во-вторых, эта печаль была связана, опять же, с яхтингом, не с бизнесом, с яхтингом, друзья мои, потому что это действительно такой фестиваль, 9 дней просто удовольствия, погружения в яхтинг, особенно зимой, когда лодки стоят на кильблоках, и хотелось бы вот чего-то такого. И было много как бы печали в моих глазах, очень много пустых мест, действительно, вот ну все пропало, все оно скукоживается. Апофеоз был в том году, друзья мои. Ханзе, Бавария, полностью группы отказались от участия. То есть в своем домашнем бот-шоу немецкие компании отказались от участия в крупнейшем немецком бот-шоу. Все другие также среагировали. Дюфор вообще одну лодку привез. Бенету выступила укороченными стендами и так далее, и так далее. В итоге, собственно говоря, ну все уже начали хоронить Дюссельдорф. Но, друзья мои, в августе как-то вот пошли такие какие-то хорошие тенденции. Соответственно, я вот начал заподозревать, что не все пропало. Вот, еще не все так плохо. Почему? Да, были инсайды с верфей, инсайды, опять же, от организаторов. Как я вам говорил в предыдущих видео, да, о причинах падения бот-шоу, что все называли кризис, интернет, продажи и так далее. Я говорил, что нет, это все не так. Я помню, друзья мои, кризис 2009 года, и я помню, как директор выставки спасал это бот-шоу. Мы тогда выпускали журнал, они просто вот действительно продвигали свое бот-шоу по всем каналам, и в итоге они пережили страшный кризис с выходом просто в космос. То есть они его развили, приумножили эту выставку, потому что был хороший директор, который действительно знал, что он делает. Потом сменился директор, который не совсем разбирался в яхтинге или вообще в потребительских вещах, потому что для Messe Düsseldorf основные выставки B2B. У них только 2 выставки «Караван», салон в августе, и вот это бот
в январе это потребительские. Ну и, соответственно, караван намного легче организовывать, чем организовывать, представьте себе, вот такое бот-шоу. А я вам на минуточку скажу, что самые большие яхты в этом году были 27 метров, которые затащили туда. А рекорд вообще 40-метровая яхта, которую туда воткнули, траулер, он там огромной высоты. Все это требует, конечно, усилий работы всей команды. Поэтому я думаю, что предыдущий директор как-то вот к этому относился вот на ручнике. В августе 24-го еще года сменился директор всей компании Messe Düsseldorf. Был такой дедушка себе, 66 лет, ему, наверное, вообще уже ничего не хотелось. И какие-то там современные технологии, рекламы, продвижение, это все не про него. Они еще газету выпускали 2 года назад. И его сменил 38-летний Мариус Берлиман. Он стал Geschäftsführer Messe, то есть операционный директор по выставкам. Видимо, вот ему год нужно было, чтобы это все раскачать. Как говорится, кадры решают все. В итоге индикаторы того, что что-то будет к лучшему меняться в Дюссельдорфе, мы уже начали понимать где-то в июне, в июле. Начали просачиваться слухи и другая информация. Кроме этого, мы уже увидели рекламу по всем соцсетям. Я думаю, что вы заметили Google Ads, то есть они начали тестировать для себя новые варианты продвижения. То есть они уменьшили расходы на бумажные журналы и передвинули это все в соцсети. А это таки работает, друзья мои. В-третьих, первый раз уже за сколько лет появились катамараны на выставке. Да, причины разные, согласен. Кому-то надо было просто продвинуть неликвид, но за это надо платить, друзья мои. Участие одного катамарана для верфей обходится без доставки, ну, где-то 130-150 тысяч евро. Ребятки, это сколько их надо продать, чтобы отбить? Даже когда тебе надо просто опустошить складские запасы, ну, ты будешь взвешивать, стоит ли принимать участие. Ну, значит, с ними договорились. Вернулись Бавария, группа Ханзе со всеми брендами. В итоге, ребятки, это бот-шоу прошло намного лучше, качественней, чем предыдущие. Появилась такая надежда небольшая, что эту тенденцию на падение как-то вот повернут вспять и начнет бот-шоу опять развиваться. Я отдельно хочу сказать для людей, которые говорят, что интернет понад усе и вот интернет рулит. Ребят, во-первых, речь идет о лодках, да, в любом случае люди хотят увидеть. Окей, у нас здесь есть в Ля-Рошеле, скажем, постоянно действующая выставка всех яхт и катамаранов, которые производятся здесь. По сути, это все французские бренды. Но кто-то об этом не знает. Поэтому не забывайте, что вы можете к нам приехать в Ля-Рошель и опять же посмотреть яхты, катамараны. Здесь все есть. Бали, Лагун, Фонтен-Пажо, РМ яхт, Самели вот тут стоят. Все это здесь доступно. Но все равно большой товар требует выставки. Особенно такие бренды, которые можно назвать иконами, да, потому что в иконах, в идолах там добавочная стоимость строится за счет все-таки маркетинга, потому что такие бренды, как Contest, Амель, Halberg Racing, они должны выставляться. Поэтому они заинтересованы в бот-шоу. Во-вторых, душа яхтсмена требует праздника. И особенно в январе, когда закончилась вся рождественская суматоха, с Новым годом связана. Ты ожидаешь сезон, он только закончился, но ты его ожидаешь. Соответственно, тебе хочется праздника. Поэтому просто формат выставок нужно менять в сторону фестивалей, чтобы это была вот действительно такая ярмарка. И это будет привлекать людей просто оттопыриться, провести время. Как сюда приезжали очень многие клиенты, которые уже купили яхту, но все равно они что-то хотели новенькое посмотреть из оборудования и так далее, и так далее. В-третьих, именно дюссельдорфское бот-шоу является мультитематическим. То есть нету человека, который просто там яхтсмен. Он же дайвер, кайтер, он же рыбак и т.д. и т.д. В итоге убить одного
зайца двумя... Не, убить нескольких зайцев одним выстрелом, оно всегда привлекает. Поэтому ты вот заехал на такую выставку и уделил себе внимание. День туда, полдня туда, закрыл все свои интересующие вопросы. И это таки интересно. Поэтому, друзья мои, все факторы развития такого бот-шоу, они есть. И давайте о цифрах. У нас было 1500 экспонентов, у нас было 200 тысяч посетителей, больше, чем в том году. У нас улучшилось качество посетителей. Об этом хочу сказать отдельно. Я могу честно сказать, что в парусном павильоне посетителей было меньше. В целом. Но качество их просто вот открылось на новом уровне. Часть из них, которые приезжали раньше, уже созрели к покупке лодки. Часть целенаправленно приехали говорить о покупке яхты и так далее, и так далее. То есть такого я не помню. Было намного меньше немцев, да, но их добило, опять же, интернациональное участие. Людей из других стран было много. Посетителей из 110 стран, ребятки, это больше, чем половина мира, они приехали на это бот-шоу. Опять же, выставочный комитет ввел такую должность. Сейчас я вам скажу, потому что я не смогу вам ее проговорить на память. Global Unternehmen Entwicklung und Strategie. Вот как бы так. И назначил Клэр Штанбрюк руководить этим всем. То есть эта девушка занялась продвижением в массы по всему миру выставки Messe Düsseldorf. И опять же это дало, друзья мои, результаты. В итоге мы видим, что бот-шоу было лучше, чем предыдущее. Мы видим количество просто огромное качественных лидов. У всех, у нас просто особенно. Для нас это был рекорд. То есть мы все дни, по сути, были заняты, вся команда работала, не покладая рук. То есть первые 2 дня вообще мы не останавливались, мы не могли даже себе позволить выскочить на обед. А остальные дни это был очень серьезный напряженный график. Я очень рад всем, кто присутствовал, кто посетил наш стенд. Это было действительно волнующе, мне это очень понравилось. Всех наших подписчиков, кто приходил, огромное количество подарков нам принесли. Огромное вам спасибо. Это действительно в такое вот страшное время. Это приятно, когда мы строим какие-то человеческие отношения. Но давайте вернемся к выставке. Как я сказал, друзья мои, в парусном павильоне были пустые места. Почему? Потому что производство парусной яхты более низкорентабельное, чем производство моторок и других лодок. Доставка этих лодок тяжелее, опять же, чем катеров или моторок, более дорогая. Соответственно, многие взвешивали. Некоторые верфи небольшие, я знаю, принимают участие раз в 2 года. Это тоже правильно и мудро, я считаю. В результате, исходя из общения, скажем, с моими коллегами, из того, что я прочитал о выставке, я с нетерпением ждал понедельника, вторника, когда выйдут отчеты. Если убрать всю там, скажем, такую пафосную шелуху, обратить внимание на цифры, на конкретику, да, вот шоу возвращается, и это действительно классно. Вы представьте, 200 тысяч посетителей и еще 1050 участников всего этого процесса. То есть 250 000 они дают уже какой-то срез. Идет восстановление рынка, опять идет восстановление спроса на лодки. Да, он идет, скажем, не по всем фронтам, да, он более такой порванный, рваный. Я могу сразу парировать сейчас многим, скажем, пессимистам. Блин, вот война надвигается и так далее, и так далее. Ну, ребята, я вот свой бизнес хранил с катаклизмами всякими, политическими, военными и так далее уже, наверное, раза 3. Последний раз это был ковид. Ну вот все, мы понимаем, что весь мир уходит в карантин. Ну, и я считаю, все, яхтингу хана, вот как бы, да. И то, что произошло потом,
вот оно было вообще неожидаемо. То есть люди начали массово покупать лодки. Количество WhatsApp заказов у нас было, ну, нереально. Депозиты заходят, мы перечисляем их и так далее, и так далее. Я иногда просто уже там перед получением лодки говорю: слушайте, давайте хоть видеосвязь сделаем, я посмотрю на вас. Да, сейчас опять же кругом военные слухи, и я не оптимизирую, я реалист в этом всем. Но я вам могу сказать, что за последний год люди, которые купили у нас лодки, делали заказы с учетом вот этой всей мировой ситуации. Многие из них говорили, что сейчас недвижимость не является уже тем безопасным островком. Многие спрашивают об автономности лодки, об удобстве управления одним человеком. Многим мы доставляли какие-то опции. Поэтому я реально хочу смотреть на вещи. Я в Дюссельдорфе всегда прохожу мимо 15-го павильона, где выставлены классические лодки. И там есть фолькбот, который сделали во время войны. Ассоциация скандинавских стран. Туда входили оккупированная Норвегия, Дания и нейтральная Швеция. То есть шла война, и между тем они все равно думали о яхтинге и создали такую прекрасную яхту, как фолькбот, такой маленький семейный круизер, который, по сути, как Volkswagen Жук, стал просто лучшим народным парусником всех времен и народов. И мне это говорит о том, что в любом случае жизнь будет продолжаться. Вот это бот-шоу показало, что, ну, скорее всего, я прав. Поэтому мы можем смело констатировать, что яхтинг жив, жил и будет жить. А теперь, друзья, давайте пробежимся по павильонам. Как я вам сказал, в 15-16 павильоне выставлялись парусные яхты, ассоциации, катамараны. По количеству людей, да, чувствовал, что их меньше. Но, ребята, после закрытия выставки люди оставались в очереди, чтобы посетить определенные лодки. Понимаете? Что это говорит? О том, что это были качественные посетители. Это не те люди, которые, ну, не получилось, ну, не пойдем. Нет, им надо было посетить, сравнить. И эти очереди просто ошарашивали. То есть все, уже закрытие, продудели, люди уже пьют пиво и вино, а люди стоят в очереди, и стендистки, дилеры были вынуждены продолжать работу. Вот, это очень обрадовало. В 15-м павильоне у нас, как водится, стояли парусные школы. Наша ИССА там выставлялась, кстати, да. То есть никакие больше ассоциации, кроме ISSA, не представлены. Были международные, были немецкие и вот одна ISSA. Кроме этого, там был бассейн для оптимистов, для детских парусных школ. И вы, наверное, видели в Фейсбуке, как я выставил видео, которое порвало просто мережу. Когда я захожу в 9 утра, катается оптимист, там на нем пара такая возрастная с бутылочкой шампанского и с бокалами, разливают себе, получают удовольствие, хихикают. Боже, я просто умилился. Меня просто вот скупая мужская слеза пробежала по скупой мужской щеке. Супер! Хочу себе оптимист. Оптимист — это моя первая яхта, друзья мои. Я весь свой путь в яхтинг вот начал вот с такой лодочки, с такого крыца, друзья мои. Там было постоянно тусня, шумно и весело. Рядом проходили сборы ассоциаций, то есть выставочный комплекс дает место. Вот, и все это проходило достаточно весело. Далее рядом с нами был 17-й павильон. Это павильон вечной тусе. Это павильон кайтеров, серферов, вейкбордистов и так далее. Там был бассейн, где проходили чемпионаты, искусственный ветер фигачил. И, соответственно, там работала Бот ТВ, выставочный телекомплекс. И они проводили там чемпионаты, разыгрывали, награждения, вот тусовки были. Молодцы. Там приглушенный свет сделали, и все это выглядело вот в стиле регги, да, вот играла регги, Боб Марли, такие вагончики с пивом, кофе был очень забористый, не, он просто кофе, не надо сейчас тут дописывать в комментах всякого. Это был разрыв. У них в конце выставки шли скидки,
и люди оттуда просто вот несли все. Серфы, кайты, какие-то насосы, обмундирование и так далее, и так далее. Далее переход у нас 14-й павильон, там каякеры, там шикарная была речка, опять же, там было достаточно людно. Чуть дальше выставка классических яхт, Classic Forum он назывался. Первый раз в жизни я хотел принять участие в аукционе, потому что я увидел там шикарный секстант. У меня здесь есть вот черный такой современный, а мне нужно вот под дизайн латунный, но опять же работа есть работа. Аукцион начинался в 11, но потом я заходил, практически все лоты были распроданы с двойным, тройным поднятием цены. Там делали лодки, там делают паруса, вяжут узлы, это все деткам показывают. И дети растут, кстати, вот в хорошей, нормальной атмосфере. Не в военно-патриотическом угаре имени 9 мая, а вот в правильном направлении. Дальше у нас были павильоны чартеров и марин, их было меньше, согласен, меньше, но опять же там сделали вот такой бизнес-форум, мы там принимали участие, Лагун организовывал такую тусовку небольшую, и мы, собственно, там встретились после выставки с профессионалами. Тоже важная штука. Стоит отметить, что когда-то давно Düsseldorf Boat Show разрешал оставаться там до 10, до 11 вечера. Потом что-то, видимо, произошло, опять же, наверное, смена директора, и они все, вот 6 часов, все, всем разойтись, шнель, тафай, лос, вот. Сейчас повернулись старые времена, то есть люди до 7, до 8, до 9 там оставались, и это важно, потому что ты после выставки можешь провести какие-то встречи, какой-то обмен мнениями, собрать какую-то информацию, которую я могу вам передать, друзья мои. Это не я такой умный, просто надо знать, с кем пиво пить в Дюссельдорфе. Пройдем дальше. У нас выставка оборудования. Она немного оживилась, потому что в том году буквально пол павильона было перегорожено, вторая половина усыпана пустыми местами. Стало экспонентов чуть побольше. Опять же, это приятно. Опять же, был движ, очень много людей покупало что-то, какую-то одежду, какое-то оборудование. Извините, я был настолько занят на своем стенде, что я не успел наснимать столько, сколько бы хотел, а техническую часть я тоже особо не хочу вот грузить вас, но меня это порадовало. После этого шли моторные павильоны, где надувные лодки, катера по увеличению, то есть большие катера и павильон суперяхт. Все было очень активно, забитые там павильоны, тут честно могу сказать, полностью забиты участниками. То есть лодок было огромное количество. Сразу могу вам показать вот лодку, которую мы покупаем для своей яхтенной школы, для обучения на права. Также мы ее продаем всем желающим. Отличная мореходная лодка, вот такой Pilot House, 7,5 метров длиной. Я вот здесь себе тоже хочу такую лодку, потому что в таких наших условиях она не помешает. Также тенденция, что большая была коллаборация с автомобильными брендами, то есть я видел все там Ferrari, Lamborghini, Range Rover, какую-то китайскую хрень, еще чего-то. Ну, скажем, если на выставке в Дубае это уже как бы принятый формат, здесь как бы это все вот только развивается. Ну, опять же, почему бы и нет? Pourquoi pas, как говорят наши французские братья. Даже павильон 7, где представлено искусство, друзья мои, был полный. Вот просто полный. Я на ходу что-то там успел поснимать. Заказал себе сюда модельку яхты. Не яхты, моторного катера. Друзья мои, я вам покажу. Кстати, вот кто угадает, какой моторный катер я заказал сюда в наш Интерпарус клуб, получит скидку на обучение 25%. Комплект полного обмундирования, ну, не знаю, бутылку шампанского еще подарил. Вот так. Друзья, давайте версии. Я буду только вот рад. Но вы же понимаете, что я бы не просто так я это спрашиваю.
Так вот, друзья, даже павильон морского искусства, яхтенного морского, был забит. Он забит был участниками, покупателями и так далее. То есть, если я раньше мог там с камерой пройтись, то сейчас вот люди просто застилали это все. И опять же, это радует, потому что любовь к морю, тяга к морю, она никак не пройдет. То есть, если человек заболел этой болезнью, если подхватил, понимаешь ли, этот вирус, он его уже не отпустит. Это я знаю по себе. Поэтому мой прогноз такой, что если выставочный комитет подсуетится, Дюссельдорф будет возвращаться к жизни и развиваться, и это будет радовать. Не забывайте, что у нас в Ля-Рошеле постоянно действующая выставка. В июле будет Open Days, где мы будем катать людей, устрицами угощать просто всех желающих с Шабли, либо с розе. Я предпочитаю розе. А вы белое или розе предпочитаете под устрицы? Скажите мне. Если вы, друзья, интересуетесь покупкой яхты, организацией яхтенного бизнеса, обучением, таким качественным обучением на моторную или парусную лодку, вы обращайтесь. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус будет рада вам помочь. И до встречи в морях.